Всем привет! Мы снова в нашем зале, и мы продолжаем наше с вами онлайн-обучение. На прошлом занятии мы с вами разобрали базовое исполнение такого удара, который называется скорпион. Это один из самых распространенных ударов из раздела, если можно так сказать, нестандартной техники. Значит, хочу сразу извиниться, я не совсем удачно поставил камеру на прошлом занятии. Получается так, что ноги немного были обрезаны картинкой. Сегодня я постараюсь этот момент исправить и немножко, возможно, чуть-чуть объясню некоторые нюансы, которые, возможно, было не совсем хорошо видно на прошлом занятии. Итак, сегодня мы продолжаем тему скорпиона и немножко поговорим о том, как использовать этот удар в атаке. Именно в атаке, двигаясь на противника. Давайте посмотрим, каким вариантом можно это сделать. Я предлагаю рассмотреть три возможных удара, с которыми мы будем работать. Первый удар – это связка долио-чаги скорпион. Второй удар – это горио-чаги скорпион. И третий удар – это йоб-чаги скорпион. То есть вот это три такие связочки, которыми мы будем использоваться. Давайте мы посмотрим, как они выглядят, а после этого поговорим о том, как их сделать. Итак, мы с вами только что могли видеть, как приблизительно выглядят эти связки. Что в этих связках важного для того, чтобы их использовать? Давайте немножко поговорим о технике. Первый момент, прежде чем говорить о технике, нужно понимать одну вещь. Скорпион – это удар, который наносится в данной постановке сзади противника. То есть, если противник, я противник, меня атакует спортсмен, следовательно, удар должен зайти строго в затылок. Для этого надо зайти достаточно глубоко, чтобы ударить. Следовательно, если я атакую, например, долио-чаги, я делаю удар долио-чаги. Простите, выше не хочу поднимать ногу, у меня просто микрофон, он начинает глючить, если я где-то сильно его дергаю. Поэтому постараюсь показать низко. То есть идет удар в цель. После этого мы становимся и отсюда пытаемся ударить скорпион, у нас ничего не получится. Потому что в данном случае мы видим, удар заходит в бок. Если вот эта фронтальная часть противника, здесь удар заходит в бок. И у нас ничего из этого не получится. Что важно в этом исполнении? Важно оказаться сбоку от противника, зайти как можно глубже. На прошлом занятии мы с вами говорили, что скорпион атакуется вот из этого положения, когда я стою боком к противнику. И мы говорили о том, что нога выносится назад с небольшим смещением в сторону. Нужно это понимать. Когда мы атакуем скорпион в связке, вообще это касается не только скорпиона, это касается любого удара. Не настолько важен удар, как важно то, как мы на этот удар зашли. Вот еще раз, это очень важно. Важно сделать не удар, а важно правильно зайти и оказаться в правильное время, в правильном месте. Тогда любой удар ляжет как родной. Но если самый идеальный удар, и вы не сможете выйти в нужную позицию для выполнения этого удара, у вас ничего не получится. Знаете, это как снайпер, у которого может быть идеальная винтовка, который может быть прекрасным специалистом, но если в нужное время, как-то в тот момент, когда нужно сделать выстрел, он не смог выйти на огневую позицию, у него ничего не получится.
Точно так же и вам. Для того, чтобы сделать удар, вам нужно выйти на огневую позицию. Если вы этого не сделаете, удар можете дальше не делать. Лучше сделайте какой-нибудь другой удар, но не делайте то, что вы пытались и у вас не получилось. Значит, смотрите. Первое. Доля очаги. Что здесь важно? Важно, что вам нужно оказаться сбоку от противника. Что для этого нужно? Первое. Мы бьем долю очаги. И важно понимать, что этот доля очаги должен быть выполнен на пронос. То есть у вас вот это бедро должно зайти за цель вот сюда. То есть доля очаги вот такого варианта выполненный. Раз. Два. Не пройдет. Если у вас такой удар получился, скорпион у вас не выйдет. Ну, по крайней мере, надо будет делать еще определенные телодвижения. Что мы делаем? Мы выносим ногу. Наносим хлыст и колено сразу проносим мимо цели. Вот сюда. После этого мы собираем сразу колено вниз. Мы собираем ножки. Мы помним, что вот в таких позах никто не ходит. Мы собираем ножки вместе, колено вниз и ставим эту ногу пяткой к цели. Что важно. И ставим ее не перед целью, а ставим ее сбоку от цели. Раз. И становимся сюда. Еще раз. Мы стали, вынесли ножку, атаковали и сразу пронесли колено мимо цели. После того, как колено прошло цель, мы опускаем колено вниз и ставим ударную ногу пяткой по направлению к цели, смещаясь чуть-чуть в сторону. Раз, два. Следующий момент. Теперь, если из этого положения я ударю, у меня ничего не получится. Смотрите внимательно. Когда мы выполняем скорпион, важно из этого положения сделать шаг. Эта нога остановилась. Теперь следующая нога делает не просто подшаг. Если я сделаю такой подшаг, у меня ничего не выйдет. Почему? Видите, я не вышел на позицию. Я стою перед противником. Многие спросят, ну какая разница, главное, чтобы в цель попасть. Проблема в том, что вы в цель не попадете. Смотрите. Как правило, когда мы входим в ближнюю дистанцию, что делают спортсмены? Они расставляют руки, не позволяя перекинуть свою ногу им на голову. Или так, или вот так. То есть ограничивают вам движение. Если меня противник атакует, я выставил в сторону руку, и если он не подошел ко мне вот сюда вплотную, его нога просто голенью упрется в мою руку, он не сможет ее перекинуть. Для того, чтобы этого избежать, вам нужно зайти как можно глубже, для того, чтобы колено оказалось за рукой противника. И тогда вот этот вот хлыст окажется за рукой, и пятка зайдет в голову. Для этого нужно сделать глубокий вход. То есть мы стали, мы наносим долю очаги. Раз. Доворачиваемся, пяткой вперед ставим ногу. И теперь вот этой ногой мы делаем амплитудный, длинный шаг. Раз. Перешагивая вот эту ногу. Вот. Оказываясь возле цели. Здесь мы делаем все то, что делали на прошлом занятии. Опускаем корпус, подворачиваем бедро, поднимаем ножку и пробиваем скорпиончик. То есть, в принципе, тут уже нет ничего сложного. Что важно? Важно пронести ногу после цели, поставить ее и сделать амплитудный подшаг. Значит, в чем ошибка возникает у некоторых спортсменов? Слайды. Вот это вещь, которая у вас не пройдет. Слайд, просто кто по-разному называет, это работа на опорной ноге. То есть, если мы говорим про йоб-чаги, слайд это скольжение на опорной ноге во время удара. Вот это движение это слайд. Многие спортсмены пытаются сократить дистанцию, выполняя скорпион с помощью слайда. У вас ничего не получится. То есть вы делаете атаку. Раз, два. И если вы делаете слайд, у вас ничего не выйдет. Почему? Потому что слайд вы сделаете под свой корпус. Вы не сделаете слайд с сильным смещением вперед, при этом наклон корпуса. Технически это настолько сложно, что это в 99 случаев из 100 или не позволит вам сократить дистанцию и оказаться вот здесь. Вы будете находиться вот тут и попадать по руке противника. Или вы окажетесь далеко, но это вас так разбалансирует, что вы просто упадете. Поэтому важно, что здесь мы со степов
переходим на шаг. Вот это нереально важно, точно так же, как в хюрио-чаге. Нельзя хюрио сделать сразу со степов. Это получится через жопу, извините. Если вы делаете хюрио-чаги и начинаете вот так вот вкручиваться, это катастрофа. То же самое, когда вы делаете хюрио, степ, степ, шаг, маятник, удар. То же самое здесь мы степуем. Первый удар, ну не знаю, может быть буду включить микрофон, не знаю. Значит, идет движение. Раз, раз, слайд, постановка, шаг, удар. Степ, слайд, постановка, шаг и после этого удар. Вот это важно. То есть, ну, в принципе, два таких нюанса разобрали. Теперь горио-чаги. С горио-чаги все намного проще, потому что бедро у вас оказывается с нужной стороны. Вы выносите ножку, здесь то же самое. Вы делаете слайд на опорной ноге, чтобы сократить дистанцию, входите в цель, ставите ножку под шаг и делаете атаку. В принципе, тут нет ничего, что можно было бы добавить. Просто мы используем другой удар. Поднимаем ногу, слайд с опорной ноги, постановка, корпус вниз, заходит скорпион. Важно выйти на нужную позицию, то есть сделать длинный подшаг вперед. Йоп-чаги. Тут в принципе единственная проблема, что после йоп-чаги нужно подобрать правильно ногу. Вот это будет большая проблема. Почему? Потому что большинство спортсменов этого делать не умеют. Мы становимся на йоп-чаги. Мы помним одну ситуацию. Мы стоим здесь, выйти нужно сюда, под 45 градусов вперед и в сторону. Если я атаковал йоп-чаги отсюда и забрал ногу вот сюда, как это делают многие спортсмены, или просто опустил ее вниз, то туда мне будет тяжело выйти. Выполняя йоп-чаги, мне нужно подобрать ногу под грудь. То есть вот я стал, у меня идет движение раз, два. Извините, зацепился. У нас идет движение вот раз, колено к груди, и тогда отсюда я могу шагнуть в нужное мне положение. Если я колено здесь не подберу, а просто опущу ногу вниз, ну, в принципе, тоже можно, но тогда это добавляется одно движение сюда, второе движение сюда, дальше атака, я теряю время. Поэтому, выполняя йоп-чаги, важно ударить, подобрать ногу к груди, и тогда сразу становиться в нужное положение, делать подшаг и дальше атаковать. Итак, давайте подведем под общий знаменатель все, что мы делаем. Я подразумеваю, что скорпион бить вы уже умеете, вы отработали это с прошлого занятия, у вас было достаточно времени. Значит, что важно? Важно выйти на правильную позицию. Проводя первую атаку, мы проносим ножку мимо цели, входим под 45 градусов вперед, ногу ставим пяткой на цель, мы сразу спиной входим, делаем длинный шаг, заходя на нужную позицию. В этом положении мы нагинаем корпус, поднимаем ножку, наносим атаку. Вот в этом месте, я уже об этом говорил на прошлом занятии, еще раз повторюсь, потому что многие спортсмены мои этим грешат. Когда делается атака, покажу с этой стороны, значит, например, сделали горио-чаги, раз, поставили ножку, подошли и, пытаясь попасть по груше, начинают делать вот такое вот движение. То, о чем я говорил на прошлом занятии. Мы сделали атаку, например, там раз, зашли сюда, и теперь в этом положении мы нагинаем корпус и ногу выносим через низ вот сюда. И подгинаем под 45 градусов. Вот это важно. Я хочу, чтобы вы это понимали. Не расставляем ножки в сторону. На горио-чаги проблем не составляет, что долю, что горио. Горио даже намного проще, в этом плане проблем не составляет. Йоп-чаги тоже несложно, но что важно, колено надо подобрать к груди, чтобы выйти на правильную ударную позицию. И помним, мы не делаем этот удар на степах. То есть мы степуем до атаки, мы степанули во время атаки или сделали слайд, если это большая дистанция, ударили. Дальше входим на шаг. Степ, степ, атака, постановка, шаг, атака. То есть и вот этот переход со степа на шаг, ребят, это вещь несложная. Но если вы не привыкли вот это делать, потратьте на это время, потому что у вас будут путаться ноги. Вы привыкли степовать, надо сделать шаг, в этом возникают проблемы,
может быть свои нюансы. Поэтому поработайте именно переход со степов на шаг. И в принципе я думаю, что конкретно вот эти комбинации у вас проблем вызвать не должны. Хорошо, на сегодня все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, кому не понравилось, ставьте дизлайки, оставляйте свои комментарии, впечатления, делитесь опытом. Мне интересно узнать, как у вас проходят эти связки на соревнованиях. Возможно, у вас уже был опыт подобного применения, насколько это удачно или неудачно. Пишите, какие проблемы у вас в процессе подготовки. Вполне возможно, что есть вещи, которые мы готовим, которые мы отрабатываем, у вас возникают какие-то непонятки, какие-то сложности, возможно, с чем-то надо доработать. То есть мне всегда приятно иметь какую-то ответную связь со своими подписчиками. Не забывайте, подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями. Я надеюсь, до следующих встреч.